Руслан Пичугин, Москва, с проектом Sandcoin. Песочная монета. Ну, как минимум интересно звучит, правда? Значит, я человек из реального бизнеса, я представляю компанию, мы уже много лет занимаемся строительством, мы построили более 2000 домов, более 2500 гектар земли в Подмосковье, в свое время мы выкупали, продавали, и в принципе мы не представляем огромный бизнес, мы небольшие, но стараемся работать и работать качественно. Также мы строим дороги поселковые по своей собственной технологии, и в принципе вот мы такие хорошие, добрые и веселые. Значит, в апреле этого года я прочитал статью Forbes про ICO. И первая моя мысль была, а почему нельзя делать ICO реального бизнеса? И довольно скоро был ответ мне дан, что вот Калионова Михаил Шляпников собрал $500 000. Потом появился Sandcoin, который тоже собирал деньги, и я за ним тоже очень внимательно следил. Почему я за этим всем делом следил? Потому что у нас тоже есть очень интересный проект, который мы хотим запускать. Мы его так или иначе планировали запускать в ближайший год, но я решил, почему бы не попробовать привлечение средств в ICO, и вот к этому все и пришло. Проект называется Sandcoin. Sandcoin – это проект песчаного карьера, то есть у нас в Подмосковье есть 109 гектар земли, которые мы выбрали для добычи песка. Также получена лицензия от Роснедр, идут переговоры с компаниями по поставке данного материала. И в принципе мы так или иначе планировали в этом году уже потихонечку запускаться. Обсуждали вопросы участия финансового партнеров, но вот все приводится к одному и тому же моменту. Дело в том, что по нынешнему законодательству, вот я пишу, зачем нужно ICO, по нынешнему законодательству довольно сложно нам себя как собственников земли защитить, потому что есть и лицензионные вопросы, и вопросы, связанные с владельцами земли, то есть нами, также кто будет забывать. В общем, проще иметь песчаный карьер самому, а не делить его с партнерами. Это первое. Второе. Нам постоянно предлагают совместную разработку. И вот на прошлой неделе нам предложили в аренду, чтобы мы получили какой-то $1 000 000 или что-то типа того, и отдали в аренду этот участок, чтобы они сами добывали. Нам это тоже не интересно. Почему вообще этот проект жизнеспособен? Быстро расскажу. Дело в том, что наш карьер 109 гектар земли находится в непосредственной близости от строительства ЦКАДа. ЦКАД – это центральная дорога вокруг Москвы, которая сейчас строится, это огромный проект. Туда нужен песок. Также у нас и по нашему району, где у нас карьер находится, нужен песок. Ну а в следующем году все знают, что будет реновация, будут сносить дома в Москве, и песок тоже строительный потребуется. Поэтому спрос мы перед ICO подтвердим соглашениями с компанией, которая собирается у нас покупать этот песок. Мы собираемся привлечь $200 000 примерно на pre-ICO. Это будет 28 числа этого месяца начнется. И само ICO начнется уже через месяц после сбора pre-ICO. Мне все время задавали вопрос, а почему... То есть как я хочу сделать так, чтобы реальный бизнес привлек деньги на ICO, ведь все привыкли, что должны быть большие иксы, X5, X10, как можно сделать X5, X10, когда у тебя реальный бизнес. И я, в принципе, придумал, как это сделать. У нас на карьере 14,4 миллиона кубов. Я беру 3 400 000 кубов, это примерно четверть, и выставляю их в рамках краудсейла. По такой схеме, что 1 Sandcoin – это 1 кубометр песка. И 1 кубометр песка в реальной жизни стоит в районе 300-400 рублей, а в рамках краудсейла 1 Sandcoin будет стоить 50-60 рублей. В долларах это от 95 центов до $35. Таким образом, потом я буду принимать песок, принимать Sandcoin вместо оплаты, и стоимость Sandcoin будет примерно равна стоимости куба песка в реальной жизни. Таким образом, те инвесторы, которые инвестируют в момент pre-ICO и ICO, они сделают довольно много иксов, которые вот все так сильно ожидают. Но это не все.
Вот я объяснил, почему это выгодно. Я сейчас скажу про небольшой взгляд в будущее. Дело в том, что у нас не один участок, ну я уже сказал, что у нас много земли. Мы получаем сейчас лицензию на другой участок и будем подключать следующий карьер уже через 2 года, тоже к работе с SendCoin. Также со строителями мы в данный момент обсуждаем, с крупным бизнесом, который будет на реновации участвовать, чтобы SendCoin постепенно входил и в строительный бизнес, не только карьерный, возможно, с другими нерудными материалами он будет каким-то образом взаимодействовать. Точно будет база закрытая по строительным компаниям, которая очень сильно нужна рынку, и доступ к ней будет только через SendCoin. И, в принципе, я по большому счету рассказал вам довольно, наверное, быстро и все. Вот контакты, у нас есть чат в Телеграме, у нас есть мой Телеграм. Сайт проекта запустится в ближайший день-два. Там просто планировали, что у нас не будет личного кабинета, в итоге у нас будет. На GitHub будет выложен код, так что все.